Всем привет! Доброе утро! У меня утро, сейчас примерно 9 часов утра. Может быть, у вас сейчас день, поэтому я вам говорю добрый день. Если у вас сейчас вечер, я вам говорю добрый вечер. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодня у нас очередной влог. Я гуляю с Мартином. Надеюсь, что вы его видите. Вот Мартин, как всегда, очень активный, я бы даже сказал гиперактивный. И если я гуляю с Мартином, значит, у меня есть время записать новый влог для вас. Русское радиошоу. Итак, я уверен, вы знаете прилагательные, которые описывают внешность человека, характер человека. Но у нас есть очень хорошие слова, которые тоже помогут вам получить много-много информации о человеке. Например, короткое слово «оптимист». Если кто-то говорит «он оптимист», или «она оптимистка», вы сразу, благодаря этому короткому слову, получаете очень много информации о человеке. Правда? И сегодня, друзья, у нас будут такие полезные короткие слова. Если вы занимаетесь по учебнику .ru B1.1, то этот влог вам очень поможет, потому что эта тема как раз-таки в уроке 1.1 в этом учебнике. Итак, тема нашего влога – типы людей и социальные роли. Я иду сейчас на собачью площадку, потому что записывать влог с гиперактивным Мартином – это настоящий челлендж. Он все время бежит направо, налево, назад, вперед. И, в общем, очень трудно записывать влог. И очень трудно сконцентрироваться. Поэтому я сейчас в этом прекрасном парке открываю калитку, закрываю калитку. И я отпускаю Мартина, чтобы он спокойно бегал, а я смогу рассказать вам все то, что я хочу вам рассказать. Ой, сегодня такое замечательное утро. На улице свежо, не очень тепло. Вы видите, я в теплой куртке. Вы слышите, я еще кашляю. Если вы смотрели мой прошлый влог, то вы знаете, что я заболел. Какой-то странный вирус. Уже 2 недели я болею, но мне уже намного лучше. Я почти выздоровел. Так, ну что, друзья, вы слышали когда-нибудь такую фразу «душа компании»? Вы знаете слово «душа», и вообще мы очень часто используем это слово в разных фразеологизмах, и для нас душа очень важна всегда. И у нас есть очень хорошая фраза «душа компании». Душа компании – это человек, у которого всегда хорошее настроение и которого всегда рады видеть в любой компании, на любом празднике, на любой вечеринке. Это такой экстраверт, такой балагур, который всегда рассказывает интересные истории. Пример. На вечеринке без него скучно. Он настоящая душа компании. Кстати, многие могут подумать, что я душа компании, я на самом деле интроверт. Следующее интересное слово – это слово «тихоня». Я думаю, вы знаете прилагательное «тихий», «тихая», «тихое», «тихие» и наречие «тихо». Тихоня – это скромный человек, которому нелегко общаться с другими. Это такой интроверт, это человек, который в любой компании, на любом празднике ведет себя очень тихо, ни с кем не общается. Он такая тихоня, на уроках почти не говорит. У меня тоже есть студенты-тихони, очень скромные, которые не любят говорить, ведут себя тихо, такие очень незаметные люди, можно так сказать. Не знаю, хорошо это или плохо, мы все разные, ничего плохого в этом нет. Следующее очень интересное слово – это слово «обжора». Я думаю, вы знаете глагол «есть», «пить». У нас есть еще менее вежливое, скажем так, слово «жрать». Жрать – это много есть, много есть. И от этого слова происходит обжора. Обжора – это человек, который очень любит поесть и, самое главное, не может остановиться. Например, я люблю поесть. Я люблю вкусную еду,
Я фуди, это слово пришло в русский язык, но я не обжора. Я все-таки понимаю, когда я сыт, когда я больше не хочу есть, я больше не ем. Обжора не может остановиться, он просто ест все. Он может съесть мясо, потом съесть торт, потом съесть рыбу. То есть он как собака, не чувствует, когда он сыт, когда он не хочет есть. Он такой обжора, он опять съел весь торт. Вот обжора может съесть все, что увидит в холодильнике. Следующее интересное слово – это сплетник или сплетница. Сплетник или сплетница – человек, который любит обсуждать личную жизнь других, рассказывать какие-то секреты, делиться какой-то иногда непроверенной информацией. И у нас есть слово «сплетня». Сплетня. Сплетня – это вот как раз такая информация, которой мы часто делимся. Иногда это немножко секретная информация. И у нас есть глагол «сплетничать». Сплетничать. Не рассказывай ей секреты. Она страшная сплетница. То есть она говорит: а ты знаешь, что я услышала? Что Маша, наша подруга, встречается с Александром, и у них роман. Итак, это информация, которую рассказывают, это сплетня. У нас есть глагол «сплетничать». Человек, который любит обсуждать личную жизнь других и рассказывать чужие секреты, это сплетник, мужчина, или сплетница, женщина. Кстати, есть такой стереотип, что женщины-сплетницы больше, чем мужчины. Не знаю, может быть, кто-то на меня обидится, но я считаю, что мужчины большие сплетники, чем женщины. Слышали бы вы, о чем мужчины говорят в раздевалке фитнес-клуба? О, боже мой! Так что, когда говорят, что женщины сплетницы, а мужчины нет, я всегда говорю: друзья, мне кажется, мужчины большие сплетники, чем женщины. Согласны или нет? Напишите в комментариях. Следующая социальная роль – Дон Жуан. Вам знакомо это имя, вам знакомо название произведения, и я знаю, что во многих странах используют это имя, чтобы описать человека, который умеет делать комплименты и нравится женщинам. Конечно, так говорят о мужчинах. Он настоящий Дон Жуан, то есть он умеет делать комплименты, он умеет делать все, чтобы нравиться женщинам. Все женщины сходят с ума по этому человеку. Он настоящий Дон Жуан. Ни одна женщина не может перед ним устоять. Дон Жуан. Русское радиошоу. Идем дальше. Следующая очень хорошая фраза и социальная роль – свой парень. Свой парень – это человек, с которым легко общаться, который умеет найти общий язык со всеми. В принципе, можно сказать, что эта социальная роль похожа на социальную роль душа компании. Свой парень. Свой парень. Человек, которому вы можете доверять, на которого вы можете положиться. Человек, с которым вы на одной волне, с которым легко общаться, с которым легко найти общий язык. И такой пример. Он свой парень. Со всеми на «ты». Его все любят. Свой парень. Отлично. Идем дальше. Следующая социальная роль – это зануда. Вы знаете это слово? Зануда. Зануда – человек, который говорит долго и скучно на неинтересные темы. У меня был один учитель испанского языка, настоящий зануда. Он говорил очень монотонно, говорил очень скучно. Его уроки были ужасно скучными, мы все время спали на этих уроках. Вот зануда – это как раз такой очень-очень скучный человек. Не приглашай его на вечеринку, он ужасный зануда. Зануда – это не только скучный человек. Часто это человек, который любит жаловаться. То есть человек, который создает вокруг себя такую некомфортную, душную атмосферу. И у нас есть еще одно слово, которое, насколько я знаю, пока не является нормой. Его пока нет в словарях, но мы очень активно употребляем это слово. Это слово «душнило». Я бы сказал, что это обновленный вариант слова «зануда». Он душнило.
То есть человек, который все время бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, все плохо, он скучно говорит на какие-то неинтересные темы. Есть разница между занудой и душнилой, есть разница, но все-таки в принципе есть очень много общего. Но мы сфокусируемся на слове «зануда». Кстати, мне кажется, что все мы в каких-то ситуациях можем быть занудами. Например, иногда мои друзья звонят мне в пятницу и говорят: «Сергей, пойдем в бар». А я говорю: «Ой, у меня была такая трудная неделя, я так устал, я хочу побыть дома один». Мне говорят: «Не будь занудой, пойдем в бар». Следующие два слова — оптимист и пессимист. Я думаю, что это универсальные слова, и говорить о них нет смысла. Вы прекрасно знаете, кто такой оптимист, кто такая оптимистка, кто такой пессимист и кто такая пессимистка. Это поразительно. Куда иду я, туда идут собаки. Я хочу найти тихий угол, но собаки бегают за мной. Продолжаем. Следующее слово — это карьерист. Карьерист — это человек, в жизни которого карьера и работа — это главное. То есть, если нужно сделать выбор между отдыхом, встречами с друзьями и работой, он выберет работу. Человек, который работает, у которого есть четкая цель, кем он хочет стать, какую должность на работе он хочет получить, и он делает для этого все. Итак, карьерист — человек, в жизни которого карьера, работа — это главное. И пример. Он настоящий карьерист, готов работать ночами ради повышения. Друзья, сделаем маленькую паузу. Хочу напомнить, что у меня есть русский разговорный клуб. Он предназначен для студентов, чей уровень B1, B2. И я приглашаю вас принять участие в этом русском разговорном клубе. Мы обсуждаем разные интересные темы. И обычно наши встречи проходят весело. У нас нет тихонь, у нас нет зануд. У нас все свои парни. Каждый участник — это душа компании. Все подробности на моем сайте russianradioshow.com. Собаки прыгают по моим кроссовкам. Хорошо, что я в очках, и вы не видите мой взгляд. Идем дальше. Следующее слово — пофигист. Пофигист. У нас есть такая фраза: «Мне пофиг, мне все равно». И от этой фразы появилось такое слово «пофигист». Пофигист — это человек, которому все равно, он не переживает. Если он едет в аэропорт и понимает, что он опаздывает, он думает: ничего страшного, я полечу на следующем самолете. То есть человек, которому все пофиг, которому все равно. Не путать с оптимистом. Пофигист — это человек, просто которому все равно. Мне пофиг. Идем дальше. Следующая социальная роль — авантюрист. Авантюрист. Звучит знакомо, да? Во многих языках есть похожее слово. Авантюрист — это человек, который любит риск и новые приключения. Он бросил работу и переехал в Индию. Он настоящий авантюрист. Он настоящий авантюрист. Кстати, друзья, я хочу попросить вас написать в комментариях ваши примеры, ваши фразы с какими-то новыми словами, которые вы сегодня услышали и которые вы сегодня узнали. Идем дальше. Следующее слово — это слово «домосед». Так, в этом слове зашифрованы два слова: «дом» и «сидеть». Домосед — человек, который любит быть дома, не любит вечеринки. Очень трудно его вытащить из дома. Он любит просто быть дома. Идем дальше. Следующая социальная роль — тусовщик или тусовщица. Тусовка — это синоним слова вечеринка, какой-то праздник. Мы уже реже используем это слово. Тусовка, оно было, на мой взгляд, популярнее примерно 20 лет назад. Но слово тусовщик, тусовщица осталось. Я люблю компании, вечеринки, ночные клубы и много-много людей. Я настоящий тусовщик, любитель вечеринок, тусовщик. Следующее слово — подлиза. Вы знаете слово «лизать»? Это то, что часто делает Мартин на улице. Он лижет деревья, скамейки и даже мусорные контейнеры. Подлиза — человек, который слишком старается понравиться начальнику или, например, учителю. То есть человек, который делает все, чтобы понравиться. Он делает комплименты. Очень часто комплименты неискренние. Например, человек может прийти к директору и сказать: «Вы сегодня прекрасно выглядите. Вы самый лучший начальник на свете. Я так рад работать с вами.
вами. Я учусь многому у вас. Это подлиза. Человек, который слишком старается понравиться кому-то, кто выше по должности, по социальному положению. Это подлиза. Человек, который слишком старается понравиться начальнику или, например, учителю. Он такой подлиза, всегда хвалит босса. Это подлиза. Следующая социальная роль – это болтун или болтушка. Вы знаете, у нас есть слово «болтать». Я всегда говорю студентам, легко запомнить. Бла-б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 ла. Болтать — это говорить о чем-то неважном, иногда слишком много говорить. Болтун или болтушка — это человек, который много говорит и очень часто, не всегда, на какие-то неважные темы. Он настоящий болтун. Он так много говорит, что я устаю от него. Следующее слово — это слово «паникер». Вы знаете слово «паника». Я в панике. Паникер — это противоположность пофигисту. Если пофигист говорит «все нормально, не волнуйтесь, все хорошо, никаких проблем», паникер — это, наоборот, человек, который делает из мухи слона. Он всегда делает из мухи слона. Еще одна хорошая фраза. Из мухи слона. Человек, который быстро начинает волноваться, теряет спокойствие и начинает паниковать. Паниковать — это паникер. Ну и последнее слово, очень хорошее, это слово «мечтатель». Мечтатель — это человек, который живет в мире фантазий, немножко теряет связь с реальностью, много мечтает. Мне кажется, что неплохо иногда быть мечтателем. Друзья, вот такие полезные слова. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пожалуйста. Напишите комментарий, обязательно напишите ваши примеры с этими словами. И подписывайтесь на Русское радиошоу, если вы еще этого не сделали. Так, мы с Мартином бежим домой, потому что у меня урок, и Мартин такой грязный, что мне придется его сейчас мыть. Изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радиошоу. Пока!